So, good morning. My name is Bernhard Becker. I'm working at Deltares in the Netherlands. I'm a lecturer at the Aachen University in Germany, and the topic today is the RTC tools training about reservoir optimization. Добрый день, меня зовут Бернхард Беккер. Я работаю в Дельтарисе, в Делте в Голландии, а также являюсь преподавателем Ахенского университета в Германии. Сегодняшний наш тренинг будет посвящен инструменту RTC Tools по оптимизации водохранилищ. This is what we are going to do today. I've prepared a lecture about reservoir operation with introduction, feedback control, model predictive control. На этом слайде вы видите примерный план работы в рамках нашего семинара по RTC Tools. Сегодня у нас будет небольшая лекция по эксплуатации водохранилищ, которая состоит из введения, контроля обратной связи и так называемого модельного прогнозирующего контроля. There's also a lecture series, a set of slides about optimization. We will not go into that today, but rather start with hands-on modeling with RTC tools. Также одна из частей моей презентации посвящена оптимизации соответствующих процессов, но сегодня мы на этом останавливаться не будем, и сразу же после краткой лекции по эксплуатации водохранилищ перейдем к практической работе. And about the software, RTC tools, that's the name of the software we are going to use today. It is an abbreviation of real-time control tools and is an open source toolbox for control and optimization of water systems made by our company, by Deltares. Вкратце о RTC Tools. Вообще RTC, мы видим, это аббревиатура, по-английски это произносится как Real-Time Control Tools, то есть это инструмент, программа, которая обеспечивает контроль в реальном времени. И вообще этот инструментарий находится, то есть он был создан на открытом исходном доступе для управления и оптимизации водных систем и является продуктом нашей компании Deltares. The learning goals for today, I would like to provide to you a basic understanding of reservoir operation, the two methods, feedback control and model predictive control. This includes optimizations. Что касается тем конкретных нашего сегодняшнего занятия, в первую очередь, как я уже сказал, мы поговорим о эксплуатации и вообще, в принципе, о работе, контроле работы водохранилищ. В частности, есть два подхода. Первый из них называется контроль обратной связи, а второй называется модельное прогнозируемое управление. And then the introduction of the software for optimization, RTC tools. This is expert software, as we call it. It requires some working in code. I call it code configuration. It's Python package. And that you make a first experience with an optimization model. И пропустим вот эту среднюю часть, то, что вы видите на слайде, и, как я уже сказал, перейдем к практической работе с самим приложением. Оно называется, то есть мы его называем Expert Software, то есть программное обеспечение экспертного уровня. Почему экспертного? Потому что для работы с ним требуются определенные знания по кодированию. Само приложение написано на языке программирования Python, поэтому для конфигурации системы всего приложения требуются определенные знания кода. И попробуем все это дело на практике. A few slides on reservoir operation. Basically, we want to control the water system, and we do that with hydraulic structures. For today, the main topic is the reservoirs. They usually, you can see an example here, have a powerhouse, a spillway, or a bottom outlet somewhere here. But there are also weirs, like this one, pump stations. We have a lot here in the Netherlands. It's a very flat country. And here's an example for a gate. And today we focus on the reservoirs.
В общем, цель нашей работы, или многих из них, заключается в контроле за надводными системами, то есть управление водными системами. Мы это делаем посредством различных гидротехнических сооружений. Ну и раз сегодня в центре нашего внимания это водохранилище, мы все знаем, что как они выглядят, какие у них составляющие конструкции или элементы, то есть это и сама, может быть, силовая станция или здание, где находится силовая установка, то есть турбины. Там также могут быть водослив или водосброс. Вот так вот примерно выглядит нижний бьеф одной из плотин одного из водохранилищ в Германии. То есть вот тут плотины, насосные станции и шлюзы. This is a picture of a dam in Australia, the Hume Dam, and I want to explain the elements or the hydraulic structures of a dam with this picture. Голландия сама по себе очень плоская страна, поэтому у нас таких сооружений, то есть водохранилищ и других ГТС достаточно много. На этом слайде вы видите одно из водохранилищ и плотин на территории Австралии, так называемая плотина Hume. So we have the reservoir lake. Here, this is the storage. Here the water is stored. Then we have a spillway here. This is in a flood situation to prevent overtopping of the dam. Ну и здесь изображены основные компоненты, основные элементы, в принципе, наверное, любого водохранилища, любого такого строения. То есть в первую очередь это у нас так называемое хранилище или водохранилище, озеро. Далее у нас есть часть водослива или сброса, которая используется для предотвращения наводнений, то есть в случае для того, чтобы водохранилище не переполнялось, через эту конструкцию сбрасывается излишняя вода. This is the dam itself, and it contains, beside the spillway, also an element with the powerhouse. Here the turbines are installed to generate electricity, and here the bottom outlet, which is in operation in this picture, to guide water through the dam without using the turbines. Ну и мы видим на этой же фотографии, как я уже говорил раньше, силовую установку, то есть здание станции, где вырабатывается электричество, там стоят турбины, и в том числе донный спуск или донный водовыпуск, который, как мы видим на этой фотографии, как раз-таки работает. Да, то есть там проходит вода после того, то есть мимо турбин. And this is the downstream end of the hydraulic structure here with the tailwater. And important for the power production is the head difference between the elevation in the reservoir lake and the tailwater elevation. We call that head or head difference here. Ну и мы видим здесь так называемый нижний бьеф, да, или отводящий канал в нижнем бьефе. Гидротехническое сооружение работает за счет разницы высот между уровнем воды в водохранилище и в нижнем бьефе. And other questions or comments so far? These are all examples from all over the world. Maybe it looks different in the reservoirs that you are working with. Возможно, у вас есть у аудитории есть какие-то комментарии или вопросы на данный момент. Я показывал фотографии из различных стран мира, но, может быть, эти сооружения выглядят несколько по-другому в ваших странах. No questions, no comments? Then we'll just continue. Okay, Sergey? Если нет комментариев и вопросов, мы тогда просто продолжим. I will continue, okay? I don't see any. Okay. All right. So
next slide. So now about the Dem Operations. Let's say we have a multi-purpose Dem that has different use functions. Сейчас вкратце пробежимся по тому, как могут использоваться плотины и водохранилища. Допустим, мы говорим о многофункциональном ГТС. So, for example, hydropower production, but also flood protection. And then we have a conflict here, because for hydropower we would like to have the reservoir level very high, but for flood protection it would be better to have the reservoir filling level low. Ну и первые две функции или назначения, которые конфликтуют или конкурируют между собой, это производство электроэнергии, а для того, чтобы ее производить максимальное количество, нам требуется максимальная разница высот между верхним и нижним дефом. И вторая функция плотин – это защита от наводнений. В данном случае нам требуется, то есть чем меньше уровень воды в водохранилище, тем меньше риск того, что случится наводнение. Other conflicts could be hydropower production and fishery, but also water supply for agricultural, industrial and public water use and recreation. Еще конфликт интересов возникает между производством электроэнергии и, например, такими функциями или назначениями ГТС, как обеспечение водой сельского хозяйства, промышленности или населенных пунктов, или, например, защита рыбных запасов, или даже обеспечение рекреации. And operators can assign priorities to different use functions to prioritize the water, the reservoir operations against these use functions. И поэтому при эксплуатации водохранилищ операторы, организации, которые занимаются управлением плотинами и другими ГТС, они присваивают этим функциям или назначениям определенный ранг приоритетности. And we can do that with the software RTC tools as well. В том числе RTC Tools позволяет нам эффективно приоритизировать различные задачи. For example, for flood protection, here you see an example how a dam can be operated. In this graph, we see the inflow over time with the flood peak here. То есть уже на примерах буду объяснять, как это все работает, почему RTC Tools нам может в этом помочь. На этом графике вы видите приток воды в водохранилище, и вот этот пик соответствует периоду максимального притока, то есть именно в этот период, в этот момент может возникнуть угроза наводнения, прорыва плотины. And the operators have chosen to draw down the reservoir stage here, this line, before the flood peak arrives to reduce the flood damage. И на втором графике мы видим, как используя приложение RTC Tools, то есть была спрогнозирована ситуация, когда потенциально может возникнуть такая угроза, и оператор водохранилища, плотины, обеспечивал сброс воды заранее, то есть чуть ранее, чем возникал вот этот пик притока воды в водохранилище, и тем самым снизил угрозу возникновения наводнений. We have two basic control methods. The first one is feedback control. Как я уже говорил, существует два основных метода управления или контроля. Первый из них – это так называемый контроль обратной связи. Feedback control means that we base our control decisions on the current observations, and the control actions are defined beforehand. То есть это такой превентивный, скажем, контроль, да, или, наверное, будет более понятно по-русски, так как превентивный контроль. То есть он основывается на текущих наблюдениях, и на основании этих наблюденных данных или этой информации какие-то сценарии или модели управления разрабатываются заранее.
They can often be drawn in a decision tree or a flowcharts like shown here. We use an observation and then base decisions on it. Do we have high water or low water? And then the consequent decisions are carried out. И на основании вот этих наблюдений можно принимать различные решения. Вот видите, один из примеров – это так называемое дерево решений. То есть в зависимости от ситуации и от того, какие задачи стоят перед оператором водохранилища или плотины, например, сохранить большее количество воды или, наоборот, сбросить, или там спустить воду то есть обеспечить водой сельскохозяйственные наделы, в зависимости от этого принимаются соответствующие решения и анализируются потенциальные последствия. So this is easy to implement in models, straightforward, but it is difficult to anticipate on future events like we have seen in the slide before. И, конечно, мы знаем, что модели выглядят красиво, все достаточно понятно и так прямолинейно, очевидно, но в реальности ситуация может несколько отличаться, и не всегда мы можем смоделировать, спрогнозировать какие-либо события в будущем и их последствия. An example for an operational plan for reservoirs is given here. This is from a reservoir in Germany. We have here the volume of the reservoir and the month in the year. На данном слайде вы видите схематическое изображение плана управления одним из водохранилищ на территории Германии. Здесь у нас представлен общий объем водохранилища и также его изменения помесячно в течение года. And independence of the reservoir volume, for example, we are now in December, and let's say we have 200 in December, then we have this point, and the color indicates how much water to release, in this case 40, and we release so much because we want to create flood storage volume here. И сейчас у нас декабрь, можно обратить внимание на декабрь вот на этом графике, то есть здесь цветом отображено количество воды, которое в декабре нужно выпустить, сбросить с водохранилища для того, чтобы обеспечить оптимальный сток. And in other times of the year, for the same volume, here the release would be different. Here in September, for example, 25 cubic meter per second. This is because we are on the end of a drought period, or the dry seasons. И в то время как в декабре наиболее оптимальным стоком был где-то 40 кубометров в секунду, в сентябре мы видим, ситуация меняется, и уже у нас примерно 25, потому что в сентябре мы уже перешли в более сухой период, менее водообеспечения. The second control method is model predictive control. Второй метод управления, так называемый модельный прогностический или контроль, да, модельный прогностический контроль. This is more complex, and we tell the model find the optimal control pattern and meet all the goals as good as possible. Он технически несколько сложнее, но позволяет моделировать различные ситуации. То есть мы говорим или даем задачу нашей модели найти наиболее оптимальную схему управления водохранилищем, одновременно максимально эффективно выполняя все необходимые задачи. So we assign, or we ask for, no, we use goals and targets and constraints instead of a decision tree. For example, load balance, maximum water level, or minimum river discharge. То есть вместо наблюдений, вместо дерева принятия решения мы используем цели или целевые показатели и ограничения, то есть какие-то факторы,
например, как баланс нагрузки, максимальный уровень воды, минимальный сток реки и так далее. Then the control pattern is determined with the help of an optimization algorithm and a model. И таким образом контроль или управление определяется на основе алгоритма оптимизации и модели. We can anticipate on future events, for example, a flood event in the future. That's an advantage. Also, we use the targets instead of operational rules, but it is more complex in terms of mathematical requirements. И это дает нам возможность заглянуть, так сказать, в будущее, проанализировать или смоделировать какие-то потенциальные события в будущем. Вместо правил эксплуатации у нас есть определенные целевые показатели или цели, что нам нужно сделать. И таким образом это попытка оптимизировать схему управления. Как я уже сказал, технически это немножко сложнее, потому что для этой модели или этого метода управления требуется использование методов математической оптимизации. An important element is, of course, the inflow forecast, sketched here with this element, the scenario. И, конечно, в основе этого метода лежит прогнозирование притока воды в водохранилище. Здесь у нас на графике, на рисунке отображено сценарий, да, как будет развиваться событие. And here the hydrological models WFlow can help. This is a subject of another training. Именно в этом нам могут помочь гидрологические модели, как, например, WFlow, который является темой другого тренинга. And the optimization, this is what RTC tools can do for us. А RTC Tools как раз-таки используется для оптимизации схемы управления. Here another illustration how it works. We see here the future time steps and the past time steps, and we ask the optimizer find a control parameter value for each time step, for example the reservoir release, such that the water system model output, this is the model output, meets the target, this is that line, this line here, as good as possible at all time steps. Здесь вы видите, скажем так, схему того, как работает вот это приложение RTC Tools. То есть слева мы видим какие-то периоды и изменения ситуации в прошлом. Справа по оси X у нас то, как может ситуация развиваться в будущем. И мы говорим модели. Нам нужно обеспечивать целевой уровень воды в водохранилище. Это вот у нас линия, которая находится, кривая, которая находится в самом верху. Этот уровень должен поддерживаться с учетом задач, которые решает водохранилище. То есть когда нужно как удерживать воду, сколько ее нужно удерживать, то есть по объему и по времени, когда ее нужно спускать. И эта модель прогнозирует, моделирует также на определенные периоды времени в будущем. Some examples. Maybe it's парочка примеров. better. Are there questions or comments so far? Пожалуйста, если у вас есть вопросы сейчас, то не стесняйтесь, задавайте. How do you operate your reservoir systems? Может быть, кто-то хотел рассказать о том, как вы эксплуатируете свои водохранилища. Может быть, какие-то есть комментарии? No comments, no questions. I don't see a rising hand. Не вижу кого-либо, кто поднимает руку. Я так понимаю, никаких комментариев, вопросов нет. Или все-таки? So I just continue. Here's the example of the Salto Grande Reservoir. It is located in Uruguay,
and it's used for flood control and hydropower. На этой фотографии вы видите плотину Сальто-Гранде на территории Уругвая. Она используется как для производства электроэнергии, а также для предотвращения наводнений. And here we have optimized with different forecast length, means scenarios for 14 days or 7 days. And here the gray line is the historical operation. Вот здесь вот зеленая кривая, зеленая линия отображает исторические колебания уровня воды в водохранилище. И вот, используя инструмент, используя приложение RTC Tools, нам удалось в определенной степени оптимизировать работу этого водохранилища, плотины. And what you can see here, this is the reservoir stage over time that the RTC Tools optimization makes a pre-release of water. So we draw down the reservoir stage here to catch the flood waves, which has not been carried out in historic operations. И этот прогноз, моделирование делается с различным шагом, например, 7 дней, 14 дней на основе исторических данных. Так вот, видите, что благодаря использованию RTC Tools нам удалось смягчить вот эти колебания уровня воды в водохранилище и таким образом минимизировать возможность прорыва этой плотины, что, как мы видим исторически, еще раз повторю, это зеленый у нас график, зеленая кривая, что исторически не удавалось сделать, то есть в прошлом. Here we see the spillway discharge. Spillway release means that we cannot use the water for energy production. And the optimization results always come up with a lower spillway release than the historic operations, which means that there's more water left for hydropower production. На прошлом графике вы видели то, как RTC Tools позволило оптимизировать эксплуатацию этой плотины для предотвращения наводнений. Да, то есть с водохранилища сбрасывалась вода заранее, перед тем, как могла возникнуть угроза прорыва плотины, соответственно, наводнения. На данном графике вы видите оптимизацию эксплуатации плотины для производства гидроэлектроэнергии. То есть при сбросе воды, при уменьшении уровня воды в верхнем дефе, соответственно, снижается производство электроэнергии. В данном случае RTC Tools позволил с учетом других задач сбрасывать воды меньше бесполезно и, соответственно, использовать ее для производства электричества. And the longer we look the further we look in the future, the lower is the spillway release, as you can see here in the blue and the red lines. И вы видите, что чем дальше в будущее уходит прогноз, тем меньше воды просто бесполезно, да, неэффективно сбрасывается из водохранилища. In terms of energy production, this means that we get more power out of the system and we have less spillway release, as shown here in this table. Это приводит к чему? К тому, что, во-первых, у нас повышается производство электроэнергии, во-вторых, меньше воды сбрасывается из водохранилища просто бесцельно. What we can also do with optimization is strategic planning and rule curves for reservoir operation. So here we have a lot of inflow scenarios for different years, and then we can make optimization runs and derive the optimal reservoir level for each year and derive operational plans from this optimization results.
Оптимизация работы или эксплуатация водохранилища и плотин также позволяет нам осуществлять стратегическое планирование. Здесь вы видите два графика, на которые отображают исторические данные по притоку водохранилища, то есть по количеству воды и по другим параметрам на протяжении нескольких лет. Так вот, на основании притока воды в водохранилище в разные годы можно разрабатывать наиболее оптимальные планы управления работой водохранилища для каждого из этих годов и уже на основании этого прогнозировать ситуацию в будущем. And these many lines here must be post-processed with statistical analysis towards quantiles. These are shown here with the thick lines, and there's a choice of probability included. После прогона вот этих всех моделей мы получаем ряд наиболее потенциальных сценариев, и потом уже, используя квантили, мы видим, они здесь отображаются жирными линиями, уже из них выбираются наиболее оптимальная схема эксплуатации или управления водохранилищем при определенных условиях. That was the last slide. Are there questions or comments on this topic? Это был последний слайд моей презентации, моей лекции вот по введению в приложение RTC Tools. Возможно, какие-то появились вопросы или комментарии у аудитории. Здравствуйте, спасибо за презентацию. Хотела узнать насчет программного языка. Там Python обязательно нужно знать, да? One question in relation to the code language. So in order to operate this, you must know Python or not? Well, a little bit. I will show this soon. I would call it configuration of code, because we can start with little changes in the code, but to build more complex models, it's very helpful to know Python. Ну, отвечая на ваш вопрос, скажу следующее, что, в общем, полностью Python знать не нужно, потому что мы говорим не о написании кода, да, или программы, а лишь конфигурации определенных частей кода, но по мере усложнения, то есть если вы захотите какие-то более сложные модели создать, то для этого, конечно, потребуются более глубокие знания. And I understand that this is more complex, but we have experienced that more or less every reservoir is operated differently, and we have chosen to make it with Python because this gives us much more flexibility that we can use our techniques for nearly any reservoir. Но язык Python был выбран потому, что, как показывает практика, ситуация и специфика эксплуатации разных водохранилищ отличается, и этот язык был выбран для того, чтобы можно было разработать такой максимально или наиболее универсальный инструмент. Reaction on that or questions? Any more questions, comments? Какие-то еще комментарии, реакции, соображения, вопросы? Then I will show how it works, and for this example it's not too hard, I would say, but we will look into Python code. Ну, тогда я вкратце быстро покажу, как это все работает. В том числе мы немножко поковыряемся, разберемся в коде Python. Но пример достаточно простой, поэтому я думаю, что здесь проблем не возникнет. First, let's have a look on the set of data that I've sent you for download. If you have not taken a look at it, no problem. I will just walk you through the files very quickly. Я надеюсь, вы все получили раздаточные материалы и данные, которые нам потребуются для того, чтобы проделать это упражнение. Я надеюсь, что вы смогли их скачать
Но если вам не удалось, то ничего страшного, я просто пройдусь самостоятельно по ним, а вы тогда следите за экраном. Here's a folder with the presentation folder contains the slides that I've presented as PDF. Там должно было быть две папки. Первая из них называется презентацией, и там внутри этой папки находится презентация, в том числе, которую я сегодня представил, лекция. And this is the example model, a lot of folders and files. Здесь мы видим папку, то есть внутри папки Blue River или Голубая река находится много-много разных папок, которые нам нужны для упражнений. The first thing I would like to explain is this folder, the installation and configuration folder. When we open. Первая папка называется инсталляция или установка и конфигурация. Открываем его. It contains two files. The second one is a batch file that installs RTC tools on your computer. Внутри папки вы увидите два файла. Второй из них как раз-таки установочный batch файл, который позволяет установить RTC tools на вашем компьютере. But Python must be installed beforehand, and I have written down some installation instructions in this Word document. It is written in English. I will just open it. Перед тем, как использовать RTC Tools, все-таки необходимо заранее установить Python. И второй файл, который находится внутри этой папки, это как раз-таки инструкции по инсталляции. We need Python. This I have mentioned before. То есть первое, что нам нужно, это установить Python. For the analysis of results, I use this package. It is an free package. It's called Views. Для анализа результатов моделирования можно использовать различные приложения. Я использую приложение, которое называется Views. Оно находится в открытом доступе, бесплатное. And then we need the Open Modelica connection editor to look at the hydraulic model schematization. Далее, для анализа гидрологической схематизации нам потребуется приложение Open Modelica Connection Editor. This is also a free package. Этот инструмент также находится в свободном доступе. And as a fourth component, we need something to work with in Python code, a Python editor. In the chat, where are these files? Okay, please follow the chat also. I will be leaving soon, so it will be good to follow the chat. There are some. Okay. Yes, so there is a question from Gulnoza. Apparently, she was not able to locate the files, the folders. Right. Baujan has sent around a download link. I will just put it on the chat window. Just a second. This contains a zip file with all these folders. Let me just put search for that here. Если вам не удалось получить эту папку, то я вот еще раз ссылку бросаю в чат. There it's already. It's already there. Thank you, Baujan. Кто-то это сделал за меня. Спасибо большое, Баужан. You were faster. All right. So share again. If you don't want to install it, I will just show every step on the screen and it is recorded, so it's no problem. It can be tricky with downloads, but in principle it's all free software. Если вы еще не установили все это на своем компьютере, мы сегодня пройдемся, я покажу, как это сделать. В общем, я думаю, здесь не должно возникнуть проблем. И, как я уже сказал, все эти программы, они бесплатные. And then I have compiled this batch file, which carries out these steps. You can find this batch file here.
Далее, после того, как мы установили все необходимые приложения, нам потребуется открыть вот этот batch файл, то есть установочный файл. Вот он у нас здесь. Maybe you have to change this portion of code here because this points towards the location of Python on your computer. Возможно, вам потребуется изменить вот эту часть кода, потому что она как раз-таки указывает на место, на папку, куда был установлен Python. Are there more questions on the technical side of installation? Какие-то, может быть, еще есть вопросы по технической части, то есть по установке? Okay, let's go to the model. Again, some slides to introduce the example case. Так, ну и теперь, что касается самой модели. So this is the example case Blue River. Значит, наш такой методический, да, или обучающий пример называется «Голубая река», Blue River. It can be any reservoir, but here we have some operational goals for the reservoir management. Это может быть любая река, любое водохранилище, и, значит, у нас есть условные, скажем так, теоретические задачи, назначения использования реки и водохранилища. So we need a minimum water level for boating. То есть, например, нам требуется поддержание какого-то минимального уровня воды в реке для того, чтобы сохранить судоходность. And here in this picture, you can see that the boating range is not met because all the boats are on the dry bank. В случае, если это не удается сделать, вы видите результат вот на этой фотографии в правом верхнем углу слайда. Мы видим все катера, все лодки у нас на берегу, то есть уровень воды в реке или водохранилище упал слишком сильно. And then we have a goal that the river discharge should not be larger than a certain maximum for flood protection. И далее, например, перед нами стоит задача поддержания определенного уровня воды в реке для предотвращения угрозы наводнений и затопления города. And there's also minimum flow for the aquatic ecology. И также, например, нам требуется обеспечивать какой-то объем санитарного сброса для того, чтобы не нанести вред окружающей среде. And we have a very simple mathematical model. The idea is that we have a reservoir here, we have inflow and the outflow here on this side. Ну, в общем, математическая модель наша достаточно простая. Вот в центре у нас есть водохранилище, да, по-английски reservoir, и у нас есть какое-то количество воды, которое поступает в водохранилище, и определенное количество воды, которое из него вытекает. And there's a location at the river city. And we have the goals applied here in the reservoir, which is the boating range, and the minimum and maximum river discharge at this location. И в данном случае у нас есть две основные цели. Это поддержание необходимого уровня воды в водохранилище. Как помните, перед нами стояла задача поддержания его на таком уровне, чтобы сохранить судоходство, чтобы по нему могли передвигаться водные суда. И вторая цель – это обеспечение безопасности города. And we ask now the model find a control scheme, means queue out such that all the goals are met as good as possible. И вот после введения всех необходимых данных, целевых показателей в модель, мы даем ей задачу. Выработай наиболее оптимальный режим эксплуатации этого водохранилища, чтобы все задачи поставленные выполнялись максимально эффективным образом. And the problem is, if we release water from the reservoir, then the volume goes down, but the inflow increases the volume. And the question is when to release how much water to meet both goals as good as possible. То
То есть основная задача, которую решает эта модель, это поддерживать уровень воды в водохранилище на необходимом для нас уровне с учетом притока, но и обеспечивать необходимый сброс или отток воды из водохранилища. Here a look at the map for the hydraulic model. We have the reservoir here. This is the river city. And then we have also a tributary here. And the location where the confluence is called Alder. The reservoir has the name Trout Lake. And the river here, this is the Blue River. And we schematize these map elements with nodes and connections. На этом слайде вы видите схематическое отображение нашей модели. То есть вот здесь наше водохранилище, которое треугольничком отмечено. Далее оно у нас находится вверх по течению. Далее из водохранилища вытекает река. У нас также есть приток, который соединяется с основной рекой где-то близ населенного пункта Алдер. И внизу на нашей голубой реке Blue River у нас город River City. So we have the inflow and on the upstream end, a reservoir node, a lateral inflow node, and as downstream end, a terminal. С точки зрения математической, то есть для того, чтобы математически это все работало, у нас есть, мы используем так называемые узлы или объекты. Вы видите, на территории, как бы на значке водохранилища у нас два таких объекта, два кружочка. Да? Первый из них это объект или узел притока. Да? То есть в этой точке мы говорим модели, сколько воды поступает в водохранилище. Второй зеленый кружочек – это уровень воды в водохранилище. Третий, если вниз двигаться, это у нас точка или узел бокового притока или дополнительного притока. И самый нижний кружочек как раз-таки находится то есть он лежит на нашем городе. Это так называемый узел конечного контроля или контроля в нижнем течении. This is how the schematization looks like in the Modelica editor. Если перевести это все или отобразить в приложении Modelica, о котором я говорил раньше, схема будет выглядеть примерно вот так. You have not, I was muted. So I repeat that. I click on the blueriver.mo file to open the Modelica connection editor. Нам нужно найти файл для запуска приложения Open Modelica. Он есть в папке. Вот я дважды на нем кликнул. Запустилось приложение. Вот наша схема. I have here the Deltaris library with hydraulic modeling objects. Здесь вот у меня есть библиотека Deltaris с различными инструментами или обозначениями, которые используются для целей моделирования. For example, here the reservoir node. Вот, например, здесь у меня узел или точка, значок для обозначения водохранилища. And here, this is a simple node. And we can build our model by just dragging the objects on the canvas. И видите, построить эту модель, нашу схему, достаточно просто. Мы просто значки можем перетаскивать в рабочее поле приложения и потом уже располагать их определенным образом. Between the nodes, I connect
branch of type steady, which does nothing more than just pass the water from here to the next one. Вот видите, я перетащил два значка. Значок водохранилища and the circle is, what does it denote? The circle, this Yes. is a standard node, a node. What is it? Um, What is a standard node? Yeah, good question. We call it node, as shown here. It's just to connect elements. Вот этот вот кружочек двухцветный, это так называемый стандартный узел или стандартный значок, который просто используется для соединения других элементов схемы. И вот я сейчас перетащил также значок, который обозначает водохранилище, это треугольничек, и такую стрелочку, которая используется только лишь для обозначения того, что из одного узла в другой узел поступает вода. With this tool here, this is the connection tool. I can make connections between nodes and branches, for example, and I connect this branch to that reservoir node. Wait. То есть вот таким образом мы соединяем, да, просто протягиваем такую линию между нашими узлами и таким образом говорим схеме, говорим модели, что они у нас каким-то образом соединены. То есть взаимодействуют друг с другом. I will now delete all this because I have prepared the schematization of the, our example already. Но я сейчас пока вот эти вот значки дополнительные, которые я перетащил в рабочее поле, просто их удалю, уберу, потому что я уже заранее подготовил схему, которая нам нужна для выполнения этого задания. Вот вы ее видите на экране. This is the text view. It shows what behind this graphical representation is. Мы также можем зайти и посмотреть, как выглядит код вот этой схемы, то есть как это все выглядит на языке программирования. I have arranged the elements a bit and added comments that I hope you can follow how the model is constructed. Я здесь добавил небольшие комментарии, хотя они на английском языке, надеюсь, они вам немножко помогут и объяснят, почему архитектура вот этой схемы, вот этой модели выстроена именно таким образом. And this is called Modelica language. Здесь этот код написан на языке Modelica. And here, let's have a look at this reservoir node. It has, here you can see where to find it. It's from the Deltares library, channel flow, simple routing, reservoir.reservoir. This points toward this element. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас с кодом по как раз-таки водохранилищу. Я его взял из библиотеки Deltares. Этот файл называется deltares.channelflow.simplerouting.reservoir.reservoir. And we have given the name Trout Lake to this model object. В коде можно модифицировать, то есть присваивать значкам те имена, которые вам наиболее удобны. And then between brackets, more details about the properties follow. Так, а вот здесь вот внутри, в скобках мы видим детальное описание нашего водохранилища. Here we see the minimum and the maximum volume. The volume is with this letter V. Вот эта вот буковка V, значок, это у нас объем обозначается, и в скобках указано минимальное, максимальное и номинальное количество воды, то есть объем водохранилища. The nominal is important for the optimization. Как раз-таки вот значение номинальное, объем водохранилища, важно для оптимизации его объема. Minimum and maximum is more from the physical limits of the reservoir in reality.
А минимальное и максимальное значение объема водохранилища задаются для того, чтобы модель знала, да, вот эти пределы. You're muted. Oh, a double click. I will do it again. A double click on this reservoir object shows Дважды кликаем equation. на нашем водохранилище и видим формулу. Yes. So here it's the derivative of the volume is Q in minus Q out plus some other boundary conditions like lateral flow. То есть производный объем нашего водохранилища, то есть объем водохранилища рассчитывается по формуле Q-in, это то есть приток, и Q-out, отток плюс еще некоторые факторы, как, например, дополнительный приток. We have seen this equation before on this slide. It's the reservoir equation. Вот на этом слайде мы как раз-таки об этой формуле и говорили. Вот у нас Q-in и Q-out. And in principle, you could add your own equations and use them for optimization. В общем-то, для оптимизации вашей собственной модели и схемы эксплуатации вашего водохранилища вы можете использовать, туда вбить любую формулу в зависимости от вашей ситуации. Another element are the time series. We will see them later when we look at the data. Следующий важный элемент, компонент модели, это временные комплексы данных. And this is the Trout Lake inflow. It's the inflow we have to set as a boundary condition. То есть вот я сейчас выделил строку, это приток воды в наше водохранилище. And there are also output time series. These are the model results that we are interested in. For example, the volume in the reservoir and the outflow. И далее это у нас все вводные компоненты или вводные данные. Что касается выходных данных, то нас интересует, во-первых, и эти показатели как раз-таки мы и сможем смоделировать. Во-первых, это объем водохранилища и объем сброса из водохранилища. This block with connections represents these connections between modeling objects. They are created automatically. Значит, вот этот блок у нас, здесь прописаны все наши связи между различными компонентами модели или схемы. То есть вот я на схеме, на графике показывал. То есть этот блок объясняет, или здесь мы кодируем то, каким образом между собой взаимодействуют различные компоненты схемы или модели. And now in the last block, the external time series must be connected to the model. The troutin.q, for example, must be connected to the inflow, or shown here, we connect the time series to this boundary condition element. И вот еще один важный блок. Нам нужно привязать к модели входные данные. Это делается здесь вот как раз прописано, как это выглядит на языке кода. То есть мы привязываем какие-то внешние данные, в данном случае, например, по притоку воды в наше водохранилище, к определенному значку, к определенному узлу на схеме. This was very much information for the modeling process. The idea is to give you an overview on how it works. And regarding the time, I would also like to show you the control side of the model. So you have seen now the hydraulic part, and we use the Python code to model the control, the goals, and the optimization. So I will switch to the Python code.
but maybe there are some Нет. quick questions in between. Мгм. И я надеюсь, я не слишком перегрузил вас такой математической или информацией по тому, как работает Python, как что нужно делать с кодом. Мне просто хотелось показать, как вот эта внутренняя кухня, да, как это все происходит и как можно создавать модели, создавать схемы. Но, может быть, сейчас уже есть какие-то вопросы перед тем, как мы перейдем к контролю, к результату моделирования. For this model, I have more or less 100 lines of code. Ну, вот это наша схема, которую я вам показал, модель. Для нее код, где-то его объем, где-то 100 строк. But most of this can be reused. So for us, we only look at this portion now, because here we can specify what the model does or should do. Но, в общем, основная его часть, она остается неизменной в нашем случае. Единственное, что нам нужно изменить, это задачи, которые мы ставим перед моделью. With this line, I basically say the volume of the Trout Lake Reservoir should be between this and this value. Вот в строке, которую я только что выделил, я, в общем, говорю модели, что уровень воды в нашем водохранилище не должен быть меньше вот такого и больше вот такого. This line says that the River City discharge should be between 7 and 23. А в этой строке говорится, что объем воды, который поступает в наш River City, должен быть в диапазоне от 7 до 23. Do you mean cubic meters per second? Yeah, 7. Кубометров в секунду. Let's have a look at results. Так, ну и давайте посмотрим на результаты, что у нас получилось. I have a volume goal illustrated with these two lines. So the volume should be between these two lines. То есть вот это целевой показатель уровня воды водохранилища, он отображен на графике сверху вот этими двумя пунктирными горизонтальными линиями. Это пределы, которые я задал, минимальное и максимальное. That was the reservoir. And now let's look at this location, which is the River City. Так, это у нас что касается водохранилища. Давайте посмотрим, как у нас выглядит ситуация в городе, вот в узле города. And here the green lines illustrate the minimum and the maximum flow. So it's between 7 and 23 cubic meter per second. Этот график, то есть график, который отображает ситуацию в городе, он у нас располагается в самом низу. Вот эта зеленая кривая как раз-таки и соответствует тем параметрам, которые я задал модели. То есть приток воды в город должен где-то находиться в диапазоне от 7 до 23 кубометров в секунду. Let's say that the volume in the reservoir is more important than the discharge range. So I give a priority here of 3 for the volume and 4 for the discharge. Если, например, у нас ситуация меняется, и нам более важным или более приоритетным является поддержание какого-то определенного уровня воды в водохранилище, я просто также могу в коде заменить, вот циферки, видите, я сейчас это перебил, то есть изменить приоритетность и, соответственно, присвоить узлу города приоритетность 4, а уровню воды в водохранилище выше 3. Okay, I will run the model with this little arrow here. I hope it works. Так, ну давайте прогоним нашу модель. Надеюсь, тут у меня никаких ошибок нет, и она нормально будет работать. This looks good. Процесс пошел. We have seen a lot of information here from the optimizer with iteration steps. Мы видим, что наш оптимизатор работает.
анализирует различные сценарии с различным шагом. And it said solved to acceptable level. Okay. И вот появляется у нас сообщение о том, что задача решена или проблема решена на оптимальном уровне. Go to the views and refresh with this button here. Заходим снова в приложение Views, в котором мы находились, обновляем. And now we see that the volume is between or within the range that we have specified with the higher priority. И вы видите, ситуация на верхнем графике, то есть это у нас уровень воды в водохранилище, кардинальным образом изменилась. У нас сейчас уровень как раз-таки находится вот между этими предельными, максимальным и минимальным значениями. And I have not explained this graph. Here we see the discharge for the inflow, the blue line, and the reservoir outflow. And the reservoir outflow more or less shows up here, but we also have this tributary which adds both of these. So the tributary plus reservoir outflow is this river discharge. И график, который располагается в центре, в середине, я не объяснил, что это за график. Это у нас как раз-таки приток воды в город. В данном случае мы видим, что система оптимизировала этот приток с учетом того, сколько воды поступает в водохранилище и, соответственно, сколько нужно из него сбрасывать, с учетом воды, которая поступает по притоку. То есть это еще дополнительный объем. Это вот у нас тоненькая зеленая линия внизу графика. When we look at the situation at the city, we see that we have more or less every year a flood and also parts where we don't meet the minimum flow. Если посмотреть на то, как ситуация развивается в городе, мы видим, что практически каждый год у нас есть период, когда возникает угроза наводнения, то есть река, протекающая через город, переполняется. И видим периоды, когда воды очень мало, то есть уровень воды в реке падает ниже нуля. So why not change the priorities? I give the higher priority to the discharge and say the lower priority is for the reservoir volume. Но мы можем, то есть это произошло потому, что мы как раз-таки самую высокую приоритетность или более важный приоритет придали уровню воды или объему водохранилища. Сейчас мы это в коде можем изменить, и, например, у нас более главным станет регулирование или достижение оптимального уровня воды в реке, которая протекает по городу, а объем водохранилища будет второстепенным. Посмотрим, как изменится ситуация. I will now run again. Снова, так как мы изменили параметры, снова прогоняем нашу модель. Again, the info message solver succeeded with status solve succeeded. У нас появляется примечание о том, что модель успешно завершила работу, оптимизация была произведена. To look at the results, I used the refresh button here. It reads just the output file from RTC Tools and makes Снова заходим во Views, и вот каким образом у нас изменилась схема оптимизации. And now we see a completely different result. The priority for the discharge makes that we meet the discharge requirements at all times. Вы видите, что по городу, да, по вот этому узлу ситуация изменилась. У нас уже кривая не падает ниже нуля. У нас всегда есть в городе какая-то вода, то есть до города доходит вода. But for the volume, the results look not so good. Но что касается объема водохранилища, мы видим также ситуация изменилась, и ситуация выглядит не очень хорошо, скажем так. But still, the reservoir is not empty.
но мы видим, что модель все-таки учитывала этот параметр, имеется в виду объем водохранилища, и водохранилище не пустеет полностью, то есть не истощается полностью ни в какой период времени. And the inflow and the outflow, they look more different. А приток и отток, вот этот график, который расположен в центре, в середине, он выглядит, тоже изменился. Выглядит по-другому. What we can also do is look for a compromised simulation or a compromised solution between the two goals. Но такая ситуация или модель делает то, что мы ей, то есть пытается решить те задачи, которые мы ей задаем. И в зависимости от приоритетности, которую мы присваиваем различным назначениям, различным функциям, но мы можем сбалансировать ситуацию. So I give both goals the same priority. Это вот в коде, вы видите, я меняю числовой код приоритета и присваиваю обеим задачам одинаковый приоритет. These numbers here are weighting factors that balance the two goals in between. А вот эти вот числа, которые я выделяю на экране, это коэффициенты приоритетности. I run again. Еще раз прогоним. So that was quick. Все произошло быстрее, чем в прошлый раз. Now we see Обновляем views. a bit of this and a bit of that. So minimum flow is honored, but we still have some flood events here. Но мы видим, что получилась такая усредненная ситуация. Что касается города, минимальный уровень воды, минимальный уровень сброса поддерживается, но мы также видим некоторые периоды, когда возникает угроза наводнения. And we can tune the result by adjusting the weighting factors. For example, I could give more emphasis on the discharge. Но мы можем дальше уже настраивать вот эти наши приоритеты и присваивать различные коэффициенты приоритетности или коэффициенты важности нашим задачам и таким образом вот играть в ситуации, смотреть, как модель будет на это реагировать. Yeah, the model result looks a bit better in terms of flood events here. Вот видите, я коэффициент важности и приоритета немножечко изменил, и у нас ситуация по городу также изменилась. Уже вместо 4 случаев, когда могла возникнуть угроза наводнения, у нас остался только 1. Остальные периоды модель оптимизировала. Regarding the time, I have shown a little overview on how RTC Tools works and what you can do with RTC Tools. Maybe we use the last minutes for questions if there are questions. And here on this slide you get an overview of the 3 model variants that we have just run. Ну, конечно, времени у нас не так много на такую обширную тему. Я постарался за это короткое время рассказать вкратце о этом приложении RTC Tools и быстренько показать, как это работает, что мы можем сделать, используя это приложение. На этом слайде вы видите 3 различных варианта, 3 различных сценария, вот, которые мы только что прогнали по модели. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы? Пожалуйста. So, are there questions or comments? Пожалуйста, какие, может быть, вопросы или комментарии? Well, on Thursday, I would like to work with you on this model. So if you could maybe prepare the installation of the programs on your computer beforehand, that would be nice. But of course, feel free to just look on what we are doing here on the screen. But I can help you maybe with technical issues in working with this model.
В четверг хотелось бы уже, чтобы вы самостоятельно какую-то часть работы выполнили, чтобы сами уже попробовали, поиспользовали модель. И поэтому прошу вас постараться установить все необходимые инструменты для того, чтобы можно было работать с моделью. Но если вдруг у кого-то не получится, ничего страшного. Так же, как сегодня, вы сможете, я буду показывать на экране, а вы сможете наблюдать все операции, все действия на экране. So, any more comments? Вопрос можно? Yes, I got a question. Great. Да, пожалуйста. Душанбе. А как модель работает? Здравствуйте, уважаемые коллеги, все. Рад вас видеть, слышать. Я хотел бы спросить, а если водохранилище в каскаде расположено, как это влияет на эту модель? So hello, dear colleagues. I'm from Dushanbe. So the question is, how can the cascade model or a cascade scheme of reservoirs, can it be accounted in the model? How does it operate? Yes, it can be accounted for. We can do that on Thursday. We have done that before, so we just need to add more reservoirs. I will just show it. 1, 2, 3, and connect them. So this connect them like this. Wait. So this is basically how this can be accounted for in the model. And of course Я, значит, отвечая на ваш вопрос, сразу начал показывать. То есть краткий ответ на ваш вопрос, да, модель может учитывать каскадный ГТС. И вот я уже перетащил, вы видите, на схему, на модель несколько водохранилищ. То есть, и вот сейчас их соединю. And I think it's a good idea to start with a model that runs like this model and then extend it stepwise. Но я начал именно с вот такой простой схемы, потому что в ней много компонентов, и после того, как мы создали вот такую простую схему, мы должны проверить, насколько хорошо она работает. И если все хорошо работает, все нормально, тогда мы ее можем усложнить, вот добавив, например, дополнительные вот эти водохранилища, то есть, по-другому говоря, каскад. Спасибо большое. Спасибо. Thank you. You're welcome. More questions? Какие-то еще вопросы, пожалуйста? I think time is up now. Shall we close this session and meet on Thursday? Я так понимаю, что время мы уже все израсходовали, поэтому предлагаю на сегодня прерваться и продолжить работу в четверг. If they have any questions, they can send by email their questions. Yeah, that's of course possible. Также, пожалуйста, если у вас возникнут какие-то вопросы, до четверга вы их можете направить по имейлу. Санджи, прошу прощения, в чем дело? Сегодня закончили на сегодня? По программе. Да, короткая. Я немного пропустил момент. Да, сегодня так по программе уже. Все хорошо. Это 1,5. Все, понял. Хорошо. Ну. Все, окей. Следующий тоже 1,5 часа по программе, в принципе. И да, 21-й, наверное, мы будем как бы следующий год, наверное, продвинем. Я вам отправлю тогда имейл. Все хорошо. Уважаемые участники, у вас есть вопросы? Да, еще есть какие-то вопросы? Все хорошо тогда. Всем спасибо тогда. Санджей, спасибо, Бернард. So thank you very much, Sanjay and Bernard. Thank you for
participating and the interesting questions. Thank you, Ага. Sergey, for translating. Спасибо большое за участие, за интересные вопросы. Сергей, вам тоже спасибо. Как будет появляться материал учебный, я буду вам пересылать также. Да, пожалуйста. И на завтра, я так понимаю, вы тоже координируете, да? Да. Завтра у нас по Рибасиму, так что, если возможно, пожалуйста. Линк будет этот же, да? Линк какой или другой будет? Не расслышал, Санджей. Zoom линк будет такой же или другой? Этот же или другой? Этот же линк будет, да. Ну, я еще продублирую по новой. Хорошо. Все, тогда всем спасибо. До свидания. Тогда до завтра или послезавтра. Да? Да, программа будет в уведомлении. Как по программе все. Till tomorrow or after Tomorrow tomorrow. and after tomorrow, both. Yes. All right. Tomorrow is Ron, and the after tomorrow is again Bernard is back. Yeah.